привет! С вами Андрей, руководитель отдела DevOps-инженеров компании MadDevs. Сегодня я расскажу про наш бойлер, который мы недавно выложили в open source. Отвечу на вопросы, которые возникли у комьюнити. И в целом постараюсь рассказать, откуда он взялся, какое у него направление, что мы собираемся с ним делать и кому он вообще будет полезен. В данный момент уже запущено создание инфраструктуры. Все это дело мы запустили одной командой TerraGrant Ranola Apply с папочки Terraform. Сейчас я коротко расскажу вам про структуру нашего Terraform кода. В папочке Terraform находится основная наша TerraGrant конфигурация и два основных метамодуля, содержащих в себе объявления других модулей Terraform и ресурсов. Мы разделили их на два так называемых слоя. В первом слое, в первом модуле у нас создаются ресурсы для AWS, это VPC, сам кластер EKS, A7 сертификаты, необходимые какие-то WAF, правила для Web Application Firewall, RDS инстанции, S3, бакеты и так далее. Второй слой у нас деплоит часть нашей инфраструктуры, которая расположена уже внутри кластера. EKS кластер при создании он пустой и, в общем-то, не очень пригоден к использованию клиентами или юзерами. Соответственно, часть сервисов каких-то необходимо создать внутри кластера. В данном случае это у нас автоскейлеры, Certificate менеджеры, Nginx Ingress, базовый Network Policy Calico, деплоится AWS Termination Handler, который отслеживает ивенты тушения инстансов, допустим, ребалансировки автоскейл групп, когда у нас под инстанс собираются забрать и так далее, и начинает ребалансировать со своей стороны поды и убирать их с этих нод. В целом, во всей этой конфигурации мы используем только Terraform. Сейчас я попробую рассказать короткую историю, откуда все взялось. Мы достаточно давно используем Terraform, много используем именно комьюнити модулей, но в данном случае это базовая инфраструктура представляет из себя монолит, два супермодуля, в которые напихано все, что можно. Мы также думали более плотно использовать TerraGrant для нашей инфры, то есть раздробить это все на модули, каждому модулю сделать свой стейт и, соответственно, собирать в кучу уже с помощью TerraGrant. Также там передавать значения, но решено было использовать такие базовые штуки. По сути, это все дело все время повторяется, то есть нам нужен какой-то тестовый кластер, мы разворачиваем его. Сильно как-то дробить особо нужды не было. Помимо этого, мы относительно недавно начали использовать TerraGrant. Все это время мы больше полагались на workspace Terraform. Мы могли реюзать одну и ту же инфраструктуру, допустим, один и тот же код, создавая новый workspace в Terraform и подкидывая, допустим, или те же значения через TFVARS, или новые значения. Допустим, у нас есть dev, staging, prod окружение. Соответственно, в эти workspace мы свои входящие значения подбрасываем. У нас есть в пределах одного аккаунта уникальный изолированный набор ресурсов для каждого окружения. Также для разработки полезно, когда мы создаем workspace под какую-то задачу, что-то пилим, тестируем и, соответственно, уничтожаем workspace, мерчим уже изменения в общую ветку. Сейчас в данный момент у нас проходит apply и создается EKS кластер. Недавно вышла новость, что на 30% ускорилось создание кластеров. Где-то среднее обычно было 12-14 минут. Посмотрим. 8-9. Я надеюсь, что мы успеем. Layer 2 у нас исключительно для деплоя внутрь кластера. Этот подход имеет некоторые преимущества и огромные недостатки. Преимущество в первую очередь то, что мы работаем в пределах стейта Terraform. Можем передавать RN ресурсов, ID-шники, какие-то имена и так далее. И, соответственно, с помощью интерполяции передавать эти значения в темплейты, в значения Helm-чартов и так далее. Все эти сервисы деплоятся с помощью ресурса Helm Release. Мы какое-то время использовали Helm-файл для поставки внутрь кластера. У нас была описана инфраструктура в виде Terraform и рядом файл с набором ресурсов. Но когда чуть больше года назад добавили поддержку третьего Helm в Helm Release в Terraform, мы решили все-таки остановиться пока на этом способе. Завернули все в Terraform. Здесь хранятся темплейты, папочки templates для различных сервисов. Допустим, в кластер автоскейлера мы передаем роль, RN роли в сервис аккаунт, чтобы он мог скейлить ноды. Чем он полезен? Здесь базовый набор наших ресурсов, то есть у нас создается кластер, вокруг кластера создаются необходимые ресурсы, создаются сервисы, которые обеспечивают удобную работу внутри самого кластера. Здесь мы также добавляем external DNS сервис, который менеджит нашу зону и, соответственно, слушает сервис Ingress и их хосты, правит нашу зону в Route 53. Мы также используем external secrets в качестве оператора, который трансформирует секреты из секрет менеджера Amazon в секреты Kubernetes.
Kubernetes. Дальше их уже подхватывают какие-то сервисы, базовые настройки Calico, Nginx Ingress и так далее. Сейчас у нас закончилось создание кластера. Сейчас он додеплоит первый слой и начнется второй. В принципе, для быстрого бутстрапа, когда вам нужен быстрый кластер с более-менее отлаженной схемой, то, в принципе, удобно использовать. Для обмена данными между модулями, да, между Layer 1 и Layer 2 мы используем state. То есть он генерится Terraform. Здесь подкидывается ему конфигурация, откуда читать. Соответственно, у Layer 2 есть несколько входящих значений, которые он берет из первого слоя. Там VPC ID, кластер ID и так далее. Бэкэнд, в данном случае он захардкожен, мы это, в общем-то, поправим. Это у нас тестовый аккаунт создан для демонстрации, и, соответственно, там бакет. Весь бэкэнд TF-файл генерится терагрантом в случае, если были изменены переменное окружение. TF Remote State Bucket. Здесь тоже задано дефолтное значение. Мы это после нашей демонстрации уберем. Все, что нужно будет сделать, это определить Remote State Bucket, запустить терагрант и он выполнит инициализацию бэкэнда, создаст логи в DynamoDB, создаст state bucket и проинициализирует. Скачать модули, соответственно, указанные в log.htcl файле. Одно из главных преимуществ — это то, что мы используем, в принципе, единый инструмент Terraform, но это же один из главных недостатков. Особенно то, что касается деплоя, вот как раз который идет сейчас, apply второго слоя, это Helm Release. По сути, у нас Helm является пакетным менеджером, у него есть свой state, он его хранит в секретах Kubernetes для каждого namespace. И Terraform. Здесь есть своя накладка. Плюс большие проблемы есть именно с отладкой. Допустим, тех же темплейтов. Мы в основном использовали раньше старый ресурс data template file. Сейчас стали переходить на функцию template file. Но в любом случае, допустим, отладка огромного рулона темплейта. Допустим, для примера посмотрим. У нас есть темплейт для ELK, он 580 строк. Terraform с радостью вам выведет на экран 580 строк, которых было, и 580 строк, которых стало. Для какой-то доработки крайне неудобно. Помимо этого, это не Kuberway. Мы думали сначала раздербанить Layer 2 и, соответственно, создать какие-то Terraform модули и их терагрантом объединить в общий набор. То есть, по сути, каждый у нас деплой Helm Release — это отдельный модуль. Но это тоже какое-то немножко костыльное и странное. То есть здесь мы и так их не использовали отдельные модули. По сути, у нас темплейт и Helm Release, который занимает несколько строк. В общем-то, это уникальный ресурс. И как-то его в модуль выделять, который не будет использоваться или переиспользоваться, не стали. И, соответственно, следующий на прицеле у нас это переработка всех этих экземплов, всех деплоев во втором слое в GitOps подход. Деплоится вся эта Bootstrap часть, касающаяся Амазона, Argo CD или Flux CD уже будут подхватывать и додеплоивать описанные манифесты. Мы в README постарались описать возможные все настройки, все, что понадобится для работы. Писали стоимость, нарисовали схему. На старте мы используем 3 зоны доступности. Регион по дефолту используется Вирджиния. Также были уже негативные моменты в сторону того, что один NAT Gateway. Мы согласны абсолютно с тем, что один NAT — это не продакшн. Здесь мы собрали минимальный рабочий вариант. Все, что необходимо с помощью Terraform, с помощью Variables можно изменить. Так, у нас закончился apply. Давайте попробуем теперь после установки базовой части для примера задеплоить Prometheus оператор. Для этого я во втором слое из папочки example перемещу key-файл, описывающий деплой Prometheus, корень layer 2. Здесь создаются все необходимые ресурсы. В общем-то, это похож на самодостаточный модуль, в котором есть инпуты, аутпуты. Давайте попробуем зааплавить его. У нас есть возможность, в принципе, аплавить, как я в данный момент делаю, все слои за раз с помощью команды Terragrant Ranoll Apply. Также мы можем отдельно, заходя в каждый слой или в каждый модуль, аплавить, если нам нужно. Или таргетом указывать специфичные ресурсы, модули и так далее. Но с таргетом нужно аккуратней, потому что есть кейсы, когда таргетный apply не обновляет state, не весь output, точнее, кладет в state. И, соответственно, зависимые от этого стейта, допустим, в данном случае Layer 2 зависит от Layer 1, и соответственно, если что-то не будет в remote state, он вывалится с ошибкой. В качестве альтернативы мы переходим больше на сторинг
каких-то значений в Secret менеджере AWS, ну, в данном случае. Соответственно, с помощью модуля кладем в Secret Manager значение, с помощью модуля в другом слое уже выбираем эти значения. Также здесь вступает в силу, допустим, Internal Secret сервис, который может также преобразовать эти секреты в секреты кубера. Другой вариант — это полностью декаплинг модулей инфраструктуры друг от друга. Все входящие значения должны забираться датой. Но сейчас появилась сортировка значений, помогает иметь какой-то предсказуемый порядок. Также можно переложить на Terragrant обмен инпутов и аутпутов. Также нам необходимо почистить темплейты, там много различных ссылок на гисты и так далее, гитхабовские. Много еще дел сейчас в процессе apply Prometheus оператор. Мы перейдем в 53, то, по идее, external DNS должен подхватить значения для Grafana и Prometheus, созданные под домены. Ну, в качестве CI мы используем GitLab. На данный момент аутентификация, да, в Kibana, в Grafana у нас настроена на GitLab. Также мы используем в качестве CI наш GitLab, соответственно, деплоится здесь раннер, его джобы и его поды запускаются в отдельном CI namespace, на отдельных нодах. State taint, все это в конфигурации видно. Соответственно, там ничего, кроме необходимых раннеру подов, не будет запущено. Здесь установлены какие-то дефолтные дашборды. Grafana позволяет с помощью темплейта добавлять необходимые нам дашборды. То есть мы можем указать в виде файла, в виде урлов допустим, на S3. В целом, вот наш Prometheus стек задеплоен. Готовые, грубо говоря, конфигурации TF закинули в экземплы. По сути, без каких-то допилов, просто копируешь в корень, применяешь, и есть готовый сервис. Также можно сделать, допустим, ELK у нас стек есть. Есть отдельные сервисы ELK, есть ELK стек в купе уже, IOB Ingress Controller, кому нужен, Istio и так далее. Примеры мы тоже будем пополнять. В данный момент задача — это причесать все это дело, то есть облагородить этот второй слой, разделять это все на маленькие сабмодули, уйти от использования Terraform. В заключение мы сейчас задестроим инфру. Она задестроится в обратном порядке. Сначала Layer 2 идет в небытие, и, соответственно, потом Layer 1. Это указано в HCL файле Terragrant. В Layer 2 прописана dependency от Layer 1. Мы сейчас работаем над другой инфраструктурой, тоже будет boilerplate, но там в качестве уже используем базового это Terragrant. И, соответственно, его философию. Вот, а на сегодня все. Пишите ишьюсы, пишите вопросы в репозитории, будем рады и ответить, и исправить. Не все видно изнутри, да? А со стороны виднее. Критика нам очень нужна. Вот, всем спасибо. До свидания.